И вот мы уже собраны, едем на море. В первом триместре по всей Анталии просто ужас. Всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог, новый день. Мы сейчас едем на море, и вы не представляете, сколько сейчас время. Сейчас 6 утра. Я встала в 5 утра, начала потихоньку собираться, потом в 5:30 разбудила мужа, и вот мы уже собраны, едем на море, потому что сезон начался. И когда мы в прошлое воскресенье приехали в 10:30, там уже был просто Адлер вместо Анталии. Там было все занято, и, мест не было, совершенно ни парковки, толком на пляже, мы еле-еле нашли место. Ну, кстати, удачное место рядом с водой. Но сегодня мы решили не рисковать, и лучше сейчас встать пораньше, потом после моря отдохнуть, нежели опять толкаться на этих парковках, на пляже искать место. Поэтому, в общем, сейчас мы поедем, купим что-нибудь на завтрак из выпечки. Я подготовила дома овощи. Сегодня у нас еще кое-что новое будет на завтрак. Мы еще такое на пляже не ели. Я вам потом обязательно покажу. И, в общем, позавтракаем. Солнце немножко еще встанет. И пойдем гулять. Если можете сейчас видеть, сейчас у нас восход происходит. Иногда такие вспышки солнца происходят. Мы на машине едем. Вот сейчас красивый у нас восход. И когда солнце уже встанет, уже прям такая теплая температура будет, мы пойдем купаться. Мы сейчас заправились и поедем теперь в пекарню. Купим смиты сырные, я вам уже их показывала ранее, но я сегодня тоже покажу. И еще одна выпечка, это ачма. Она такая типа слоёно-дрожжевая, но не совсем слоеная выпечка. Ну, в общем, я тоже ее вам показывала, я ее просто обожаю. Особенно, если она хорошего качества. К сожалению, уж насколько здесь это культурная выпечка, ее далеко не все делают здесь вкусно. Но мы знаем хорошие места. У нас есть одна очень любимая пекарня, и мы сейчас туда поедем покупать. И сразу потом на море. На море я, наверное, уже и продолжу видео. В общем, мы взяли сегодня на завтрак картошку. Я ее вчера отварила в мундире. Также у нас свежие овощи, естественно, домашние оливки, помидоры, огурцы. И еще мы взяли... В общем, сырного смита не было. Это смит со сливочным маслом. И он уже не хрустящий, он мягкий идет. И ачма. Вот, в общем, и чай обязательно, конечно, турецкий. В общем, сейчас позавтракаем и пойдем плавать. В общем, всем привет еще раз. У нас уже вторник. Влог, вот этот морской, точнее фрагменты, они были с воскресенья. Как-то у меня никак не получается снять вам побольше всего с моря. Потому что мы с мужем приезжаем, завтракаем, болтаем, потом идем плавать. У меня есть фрагменты с того хотя бы, как я плаваю, потому что у меня муж снял, как я там барахтаюсь в море. И все, как-то после плавания мы тоже там попили чай, поболтали и поехали домой. Ну так, не знаю, в общем, хочется как-то провести просто день, иногда вдвоем поболтать. У нас воскресенье совместный выходной. Вот, и что-то у меня не всегда, вот никак не получается снять полноценный какой-нибудь фрагмент для влога с моря. Поэтому стараюсь хотя бы какими-то кусками снимать и что-то вам показывать. А сегодня я хочу поговорить с вами о моем первом триместре. Как это было, и какие-то ожидания и реальность, и некий опыт государственных и частных женских консультаций. Я немножко получила опыт и там, поэтому мне есть чем поделиться. Давайте начнем. Когда я узнала о беременности, у меня сразу начались разные симптомы. Постепенно они начали появляться. Первое, что появилось, сначала у меня началось вздутие живота.
Вот, да, наверное, это самый-самый первый у меня симптом был, периодическое вздутие живота, что доставляло мне, конечно же, дискомфорт. Затем последовала еще быстрая усталость, даже не то, чтобы я уставала от чего-то, а меня начала сопровождать сонливость, бесконечная сонливость. Я утром просыпаюсь, хочу спать, днем хочу спать, вечером хочу спать, ночью я сплю, естественно. Вот эта сонливость, конечно, поначалу очень мешала мне, моей обычной рутине, но это вот один из таких ярких симптомов был. Я, естественно, до беременности изучала информацию, как, чего, как может проходить первый триместр, что-то я уже просто знала. Также я знала, что во втором триместре вроде как должно наступать какое-то облегчение, прилив сил. Если у кого-то токсикоз, то его снижение, хотя это тоже не всегда так работает. Некоторые, к сожалению, мучаются от токсикоза там всю беременность, либо большую часть беременности, к сожалению. Также у меня начал появляться токсикоз. Для меня некоторые запахи стали достаточно резкими, от них моментально меня выворачивало просто, причем по ощущениям выворачивала. Кстати, меня ни разу еще не стошнило до сих пор. Я в начале второго триместра, и на самом деле тошноты как таковой ее не было. Наверное, это хорошо. Хотя иногда меня настигает такой токсикоз, что иногда я думаю, уже лучше бы стошнило бы уже и все, правда, потому что оно настолько иногда подходит, что ты уже не знаешь, куда деться, ты уже на стенку лезешь, но ничего дальше не происходит, никакого экшена, оно просто потом стихает и все. Вот, и, соответственно, вот эта сонливость, она очень сильно ограничила мою рутину, мою ежедневную рутину, как-то мои будни стали серыми, потому что я просто постоянно хотела спать. Я в любой момент все время использовала для того, чтобы просто спать. Я утром просыпалась, делала какие-то минимальные утренние дела и ложилась спать моментально. Днем заставляла себя встать, что-то сделать и опять ложилась спать. Вот, поэтому для меня просто кровать или диван стали лучшими друзьями на первые несколько недель. Я не могу сказать, что у меня это было весь первый триместр, но половина первого триместра 100% это была сильная усталость, регулярная, то есть я никуда не могла толком поехать, куда-то сходить. Я в основном всегда была дома, если мы куда-то ехали, то ехали вместе с мужем и на короткое время, потому что я сразу хотела спать. Плюс меня тошнило много от чего, запахи, то есть я, например, готовила что-то на ужин, или даже завтрак себе элементарно, чтобы хоть что-то покушать, готовила, и меня воротило от этого, но при этом я была голодная. То есть у меня был еще вместе в ногу с токсикозом, еще шел сильный голод, но я не хотела здоровую пищу, то есть в основном мой рацион до беременности это огромное количество овощей, это белок, конечно же, это какие-то углеводы, жиры, но в основном у меня было очень много клетчатки, очень много овощей. Если у меня овощной салат, то это овощи, различная зелень, листья салата, то есть это у меня на завтрак и на ужин, днем это фрукты. В общем, у меня достаточно здоровое питание, сбалансированное было до беременности, вот. И когда у меня настиг этот токсикоз, я поняла, что я не хочу вообще овощные салаты, я не хочу никакую зелень, я ее даже видеть не могу. Единственный компромисс, который я с собой нашла, это просто к основному приему пищи резать свежий огурец и свежий помидор. И то, даже обычный помидор не всегда хорошо заходит. Я сейчас спасаюсь помидорами черри. Вот они как-то прям мне хорошо подошли на время токсикоза, и как-то сейчас я так и привыкла их кушать. Соответственно, у меня поменялись пищевые привычки, не то что привычки, а пищевая потребность. Я начала хотеть в первом триместре много углеводных продуктов. То есть я могла на завтрак пожарить себе картошку, я могла отварить макароны, я могла сделать себе там разные бутерброды, то есть у меня, получается, было много хлеба в рационе. И вот это вот все, я не могла остановиться в плане, мне хотелось это на завтрак обязательно, и на ужин я тоже готовила, естественно, полноценный ужин. Там это либо рис обязательно, макароны, картошка, хлеб. И если я это не поем, то я не наедалась, и у меня не было какого-то удовлетворения от пищи. А если я положу себе в тарелку что-то овощное, то я даже есть это не смогу. Вот у меня токсикоз был именно в такой форме, и он у меня продолжался, недели
3-4, наверное, такого питания. Мне хотелось шоколада, мне хотелось сладкого, мне вот это вот все и побольше, много фастфуда какого-нибудь, прям вот очень сильно хотелось. Конечно же, я не объедалась этим, но каждый день я это кушала. В то время как до беременности у меня такой рацион вообще, для меня был очень далек. Но сейчас у меня уже начало 2-го триместра. Я могу сказать, что в моем случае мне, правда, стало легче. У меня появилось больше энергии. Кстати, я могу еще сказать, что психологически устаешь от того, что ты не можешь контролировать свое тело. Ты не можешь контролировать то, что ты не знаешь, что с тобой произойдет через час, как твое тело будет реагировать, что с ним сейчас будет происходить. Вот, от этого тоже устаешь, что какая-то некая непредсказуемость. Ты вроде бы все изучил, а на следующей неделе у тебя что-то новенькое появляется, и тебе опять к этому надо адаптироваться. Но я хочу сказать, что все это реально, по крайней мере, на моем опыте, на том, как проходит беременность у меня, все вполне реально. Просто где-то что-то надо перетерпеть и, отнестись к этому с пониманием. Здесь нужно просто поддержка и понимание. Теперь я хочу поговорить о женской консультации в Турции. Я столкнулась как с государственной, так и с частной. Но, спойлер, мы и так планировали вести беременность в частной клинике, то есть у частного врача. Сейчас расскажу, почему в итоге я столкнулась с государственной клиникой, с опытом в государственной женской консультации. Когда мы узнали, соответственно, нужно делать УЗИ, нужно что-то как-то смотреть, проверять, делать там вот этот анализ крови, ХГЧ и так далее. И мы как решили, что мы все подтвердим в государственной клинике, а потом уже с подтвержденной беременностью пойдем к частному врачу. И все, и будем уже у нее наблюдаться. Мы уже ее выбрали, мы еще не ездили к ней, не знакомились, но мы уже знали, к кому мы пойдем. Это профессор в Турции, но я не буду говорить сейчас, кто. Вот, если кому-то интересно, если кто-то в Турции, в Анталии, то есть это находится в Анталии, то я обязательно поделюсь контактом. Мы сразу отметаем то, что людям там абсолютно неинтересно, что ты беременный или нет, какая у тебя ситуация. То есть им в принципе все равно, поэтому отношение к тебе соответствующее. Насколько я, кстати, сейчас смотрю в ТикТоке разных блогеров, они, к сожалению, вот, например, в Москве или там, в принципе, в России сталкиваются с подобным же отношением в государственных женских консультациях, после чего они убегают, если есть возможность, к частным врачам. Вот. Потому что, как я выражаюсь, мы же не кашель лечим, в конце концов, здесь нужна более сильная вовлеченность в процесс врача. К сожалению, этого нет в женских консультациях, государственных. Но у меня есть государственная медицинская страховка Турции, такая же, как у всех здесь граждан. Соответственно, почему бы ей не воспользоваться в каких-то вещах? Я уже, когда получила эту страховку год назад, я уже пользовалась ей, то есть я ходила в государственные клиники по другим вопросам, и у меня не было вообще никаких проблем, меня везде записывали, пропускали, все было окей, потому что хоть я пока не являюсь гражданкой Турции, но такие права у меня уже есть. И, соответственно, когда мы первый раз пришли к врачу, сделать первое УЗИ, сдать анализ крови и просто посмотреть, вообще развивается беременность или нет. Мы сдали анализ крови, результаты пришли положительные, все окей, но на УЗИ тогда еще ничего не было видно, потому что еще очень ранний срок. Сказали, приходите через неделю. Захотели прийти через неделю, то, как я уже в прошлом влоге говорила, что здесь проблема с записью на рандеву к врачу, то есть записей просто нет. И мы столкнулись с тем, что в женской консультации по всей Анталии свободных окон почти нет. Вообще. То есть, как хочешь, так и веди беременность. Вот как хочешь. Причем врачей масса, но они просто все заняты. Там есть какие-нибудь очень далекие, там часа 2 езды или 1,5 езды от дома. Нам это, конечно, неудобно, потому что даже если мы разово сейчас должны прийти в государственную клинику, точнее, хотим прийти и проверить в государственной клинике, но все равно не хочется тратить столько времени на дорогу. Вот, мы, конечно, старались найти что-то поближе. Соответственно, мы нашли одну из старых государственных клиник, там было свободное окошко. Мы туда пришли.
Мало того, что врач опоздал где-то минут на 30 на работу, когда мы видели, как он шел к отделению, там женская консультация, она прям в одном небольшом отделении, потому что они делают реставрацию госпиталя, и, соответственно, какие-то отделения они просто перенесли в небольшие такие здания. Он настолько не спешил на работу, вот прям вообще, учитывая, что там уже очередь собралась, он пришел весь недовольный, вот реально, как будто его прям силками затаскивают. Когда мы зашли в кабинет, мы пришли делать именно УЗИ, то есть уже никакие анализы сдавать, ничего, просто УЗИ, посмотреть, там что-то уже появилось или нет, то есть мы хотели подтвердить беременность не только анализом крови, но и УЗИ. В общем, сделали УЗИ, там уже проявилось что-то, и мы спрашиваем, это положительный процесс, все окей, на что нам врач отвечает. Причем очень так, знаете, как рявкал на нас. Что положительного, что ничего еще толком нет, там, ну там мешочек. Там пустой мешочек, ничего там такого. Соответственно, просто буквально там типа валите отсюда, мне нечего вам сказать. Это врач женской консультации. Мы пришли не кашель лечить, а подтверждать беременность, и при этом получаем такое отношение. Нам, конечно, это очень дико не понравилось. После этого, это, получается, мы дважды были, и в итоге все, мы решили, что с нас этого хватит, мы что-то уже увидели на УЗИ, и, соответственно, пойдем к частному врачу, вот к профессору. Мы к ней записались через неделю еще, и, соответственно, приехали к профессору, у нее, ну, это, конечно, небо и земля, потому что это частная клиника, это ее личная клиника, отношение там совершенно другое. Мало того, там ее ассистент говорит по-русски, и, соответственно, для меня это удобно, потому что в государственных клиниках они максимум знают несколько слов на английском, потому что они немножко повышение квалификации проходят на английском языке. Но даже на этом английском языке мы не можем с ними поговорить. Когда мы приехали, мы заранее узнали, что у этого врача есть ассистент, которая говорит по-русски. Врач, в принципе, говорит еще по-английски, но раз ассистент говорит по-русски, и это все входит в стоимость приема, вообще в стоимость всего, почему бы и нет, конечно, это для меня комфортнее. Соответственно, врач говорит по-турецки, ассистент мне переводит, я говорю, ассистент переводит врачу. И у них эта схема очень отработана хорошо, поэтому никакого дискомфорта это не вызывает. Приемы проходят продуктивно, хорошо, доступно. И нам назначили список анализов, то есть первичный список анализа крови для беременных, это просто вот куча показателей, соответственно, это все нужно сделать сразу, с одного анализа крови. И мы подумали, так как у меня государственная страховка, почему бы ей не воспользоваться? Я уже сдавала анализы в клиниках различные, и у меня не было никогда никаких проблем, и анализы были какие-то готовы день в день, мне приходили результаты на почту, какие-то на следующий день. И все очень удобно, все очень быстро, без каких-либо ошибок. Мы подумали, зачем мы пойдем сейчас в какую-то лабораторию или где-то будем делать анализы, когда мы можем сэкономить и пойти просто сделать в государственной клинике тупо анализы крови, потому что нам врач, даже наш профессор, сказала, что вам не обязательно делать у меня, сходите в государственную клинику, сделайте анализы и пришлите мне их, я уже вам их прокомментирую. И мы пришли в одну тоже другую уже государственную клинику, это самая, наверное, пока что на моем опыте отвратительная турецкая государственная клиника, просто ужас. Ну, не знаю, ну по-другому не скажешь, правда. И мы столкнулись с ужасным опытом там. Для того, чтобы пойти в лабораторию в государственной клинике, ты должен прийти к врачу, чтобы он дал тебе направление. Он тебе дает штрих-код, распечатывает, ты с этим штрих-кодом чапаешь в лабораторию, и лаборатория тебе уже дает скляночки, пробирочки, и ты идешь в кабинет лаборатории и сдаешь анализы. Соответственно, мы записались к врачу женской консультации в этой государственной клинике, но это просто. Мы когда туда приехали, государственная клиника, во-первых, ну понятно, что она большая, многоэтажная, там также, по-моему, больница на территории, и там на каждом этаже это просто Гонконг какой-то. Это, я не знаю, человек 500-600 на каждом этаже, там столпотворение, там нету никакой вентиляции, все окна закрыты, замурованы, ничего не открыто, уже достаточно жарко на улице, как раз начиналась вот эта жара, это был апрель, вторая половина апреля, вот, даже какой, ну, это был конец апреля, начало мая, вот, то есть здесь уже становилось жарко. Народ, который там, это просто трэш. Я не люблю говорить плохо про людей, я стараюсь всех уважать, но то, что там, это ужас. Я еще тогда очень сильно пожалела, что у меня не было никакой медицинской маски, ничего, потому что там
из-за того, что нет никакой вентиляции, вообще никакой санитарии, я очень боялась, что я чем-то заражусь, а особенно во время беременности нужно быть очень аккуратной, потому что тебе нельзя ничем лечиться. Ну, ничего нельзя в беременность, никакие медикаменты толком нельзя, поэтому нужно быть очень аккуратной. Мы, конечно, приехали чуть пораньше, но мы сидели где-то около часа, мы были записаны на определенное время, перед нами уже 300 человек прошло, мы только спросить, а там такой контингент был, что ты что им не скажи, они все равно пойдут и спросят, и ты только с ними поругаешься, это максимум, чего ты добьешься. И в итоге в какой-то момент мы уже не выдержали, я тоже мужу говорю, что давай уже спросим, потому что, там вообще как запись идет, что, сколько нам еще сидеть, тут невозможно находиться. Мы заходим к этому врачу, муж у меня начинает по-турецки все спрашивать, там, естественно, врачи все турки, в данном случае турчанки, то мы не видим вашу жену в базе данных, у нас нет, мы видим в базе данных ее, то, что вы записаны, но мы ничего не можем сделать с этой записью, мы не можем ее изменить, мы не можем поставить какой-то другой статус, мы не можем вызвать вашу жену, у них там табло перед кабинетом, не можем вызвать ее на прием. Я же уже не первый раз по своей страховке государственной куда-то иду к врачу, у меня нигде никогда не было проблем, но в этой клинике они видят меня в системе, я была на табло в системе, что вот во столько-то моя запись, и меня не принимали, меня отказывались принимать, и мало того, когда мы начали у них выяснять, что нам делать, что нам можно сделать, куда нам идти, они начали говорить: найдите кабинет для чужих, это типа для иностранцев, просто здесь есть слово ябанджи, оно переводится как чужой, найдите кабинет для чужих, там отметьтесь, потом надо вам отстоять очередь для того, чтобы взять талон, там 33 надо пролета пройти, и потом вы, возможно, окажетесь у нас. Мы, конечно, уже на взводе, а я напомню, отмечу, что это мой начало первого триместра, у меня сопутствует дикий голод, тошнота, жар, усталость, а я на анализы ехала голодная, то есть я с самого раннего утра ничего не ела, я толком не пила воду, и у меня состояние все тяжелее и тяжелее становилось. Там негде, естественно, было, понятно, там негде отдохнуть. Мы пошли искать этот кабинет для чужих. Мы искали, мы всех спрашивали, никто даже не знает о существовании этого кабинета в данной клинике, то есть такое чувство, как будто нас просто отослали, и чтобы их голова бедная не болела. Когда мы увидели эту очередь за талонами, там больше 100 человек стояло, получало талоны, и получали они не в автомате, то есть секундное дело, а через администратора. То есть мы могли так до вечера там провести. И когда мы обратно поднялись в кабинет к врачу и по-человечески спросили: вы можете нам помочь, пожалуйста, скажите хотя бы на каком этаже этот кабинет, в каком крыле, чтобы мы хотя бы там попытались сориентироваться, кого-то спросить, потому что мы уже обошли весь госпиталь, и мы ничего не нашли. Этого просто не может быть, мы чуть ли не каждый кабинет смотрели. И они говорят: мы не знаем, идите ищите. И потом мой муж начал им объяснять, что мы уже искали, мы уже ходили, пожалуйста, вы можете нам объяснить, вы же здесь работаете. Мой муж очень тактично всегда общается со всеми, какая бы ни была атмосфера накаленная, он сохраняет всегда спокойствие и вежливость. А они с врачом, ассистент с врачом начали на нас орать, якобы мы такие-сякие, мы ничего не понимаем, мы отнимаем у них рабочее время, они не могут нас принять, у тебя жена чужая, идите ищите этот кабинет для чужих, там отмечайтесь, потом идите к нам. Это какая-то уже была, знаете, принципиальность, и все, они просто не хотели нас принимать. Там такая уже перепалка началась, что мы уже все, мы были на грани нервного срыва. Мы уже закончили этот разговор, закрыли дверь, все, конечно, на взводе, нас вот так вот всех, мы на взводе просто чапали к нашей машине, и мы попробуем сдать анализы в частной клинике, кстати, в которой у меня должны будут быть роды, в этой больнице частной. Решили узнать, какая там будет цена на анализы, и в итоге там каждый показатель был чуть ли не в 3 раза дороже, чем в клинике у нашего профессора. Я не знаю, почему мы сразу к ней не поехали, но как-то решили, в этот госпиталь сначала съездить. В итоге я говорю мужу: ты знаешь то, что мне ассистент назвала цену за все анализы, как сейчас нам вот здесь назвали за треть анализов. И он говорит: да ты что, серьезно? Все, поехали сразу к нашему профессору. Это нам обошлось дешевле, это нам обошлось быстрее, 0 нервов, 0 потраченного времени именно у них в клинике, и только максимум понимания, максимум заботы
и скорости. В итоге я позвонила ассистенту, которая по-русски говорит, я спросила, что, говорю, так и так, мы решили у вас сдавать анализы крови, можно ли это сделать сейчас? Я сейчас голодная, и мы можем сейчас подъехать, и натощак я все сдам, и все. И ассистент говорит, сейчас мы позвоним девушке из лаборатории, она придет, все, подъезжайте, сейчас мы все сделаем. То есть люди все организовали, они вызвали лаборанта, которая брала у меня анализы, не надо было ничего ждать, мы пришли, там уже все были готовы, мы за минуту это сделали, расплатились и уехали. Все. После этого опыта государственных клиник и даже банально анализы мы не могли сдать нормально, просто анализ крови какой-то банальный, воспользоваться хотели государственной страховкой, как правило, не составляло никаких проблем у нас до этого, пока мы не коснулись женской консультации. Вот, и в итоге мы теперь абсолютно все делаем в этой клинике у профессора. Причем уже сколько бы это ни стоило, мы все равно это все делаем там, потому что это удобно, это 0 нервов, 0 стресса, максимум понимания, максимум скорости, и еще мы там получаем раскрытый комментарий всего. Соответственно, я думаю, что понятно, почему мы выбрали именно частного врача. Мы так и планировали, в принципе, как я уже сказала, вести беременность у частного врача. После того опыта, который мы получили в государственной клиниках, в государственных клиниках, что мы просто хотели какие-то моменты где-то сэкономить, где-то просто поступить логично, разумно, но даже это нам сделать не дали, и в итоге мы все делали в частной клинике. Вот, так что берегите себя, заботьтесь о себе, в первую очередь думайте о своем здоровье, и все у вас будет хорошо, я надеюсь. В общем, сегодня у меня получилась такая болталка про первый триместр. Мне очень хотелось с вами поделиться этим этапом жизни, этим опытом. Я надеюсь, что вам было интересно. Наконец-то я смогла с вами поделиться начала делиться этим этапом жизни. Может быть, кому-то моя информация будет полезна, кого-то она, я надеюсь, убережет от этого негативного опыта, потому что, правда, у нас такой отпечаток остался, что порой даже вообще не хочется идти в государственную клинику после такого, хотя мы прекрасно знаем, что такое не везде. Клиника государственная, к которой я прикреплена, когда я получала страховку, она очень даже хорошая, там просто не было свободных рандеву, вообще не было свободных окошек на запись в женскую консультацию ни разу за весь период до моего частного врача, когда мы ездили. Соответственно, я не знаю, как там, ничего не могу сказать, возможно, там было бы лучше, но у меня не было шанса туда попасть. Поэтому я получила такой опыт. Я очень люблю с вами общаться. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, если вам не сложно. Мне будет очень приятно, для меня это очень важно. Спасибо за ваши просмотры, за вашу активность на моем канале. На данный влог я с вами прощаюсь и увидимся через неделю. Пока!